Добрый день, дорогие овны! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на май 2024 года. Да, дорогие, знаю, заждались. Да, знаю, что апрель был сложный. Да, знаю, что не все получилось. Очень много, скажу, не получилось. Ребят, это нормально, у всех бывает. Даже когда мы стараемся, бывает, получается не все. Для чего-то нам это нужно, для того, чтобы потрудились, постарались в другое время. Или же бывают моменты, когда не все в наших силах для того, чтобы реализовать все, что мы хотим. Помните, на планете 700-800 миллионов овнов, и у всех разные жизни, да, потому что в каждой персональной карте свои индивидуальные транзиты, и это обязательно нужно учитывать, когда вы хотите чего-то достичь. Поэтому понимаете, что так бывает, так случается, и на благо после такого сложного апреля к нам пришел такой продуктивный май. Да, ребят, май будет продуктивный, май будет активный. Здесь главное не перетрудиться, не перестараться, не выплеснуть больше силы, чем это нужно, потому что с самого начала мая Марс, ваш главный управитель, переходит в Овна, и здесь силушки-то богатырской будет, знаете сколько? Здесь главное не натворить делов. Здесь главное пустить все в дело, продуктивно, активно и понимая, что именно вы хотите. Потому что соблазна натворить дел будет много. И здесь, конечно же, лучше все-таки продуктивно. Первая неделя мая будет достаточно сложной, потому что второй ваш управитель Плутон будет останавливаться и разворачиваться. И на это у него уйдет целая неделя. Поэтому да, здесь внутренние ощущения и эмоции будут накалены. Будет ощущение, что хочется все помять, все сломать, все, над чем работали и не получилось, да, то есть будете подводить такие апрельские итоги, и будет ощущение, что был запал большой, что возможностей было много, но не получилось то, что хотелось, и вот эти эмоции внутри будут разрывать. Пожалуйста, приберегите эти эмоции для того, чтобы реализовать это в мае, потому что как раз-таки внутренняя сила и запал нужны в этом мае. Потому что если же у вас не будет энергии активности, скорее всего, месяц для вас пройдет праздно, ленно, и вы ничего не получите из того, что вы можете получить после этой весны возможностей. Да? Поэтому, ребят, я так скажу, запаситесь терпением, не овновским, а тельцовским больше вам скажу, да, или козерожьим, для того, чтобы что-то делать и внедрять. И как раз-таки все те эмоции, которые вы отследите на первой неделе, когда Плутон будет в квадратуре с Венерой, когда захочется прям из-за того, что финансов у вас меньше, чем вы рассчитывали, планировали и вкладывали сил, это отличная эмоция для того, чтобы внедрить и реализовать все в мае. В первой неделе реализовать будет сложно, потому что будет большой такой широкий эмоциональный фон. Уходящая неделя лунного цикла, новый лунный цикл начнется с 8 мая. Поэтому здесь, конечно же, 8 мая начинайте, делайте, что хотите, внедряйте. Новолуние будет в Тельце, активный, продуктивный знак для того, чтобы делать, хотеть, не просто желать, а еще и реально делать, да, потому что одних желаний в этом мае мало, потому что месяц земной, месяц такой достаточно осознанный, да, продуктивный и четкий. Здесь какие-то эфемерные такие мысли, мечтания не пройдут, ребят, поэтому здесь трудимся, делаем, внедряем. Если же получится внедрить что-то в первой неделе мая, то это прекрасно. Сильный, мощный, осознанный, у кого сильный, крепкий, напряженный Плутон, кстати, в натальной карте. Если же он у вас в натальной карте делает квадратуру к Венере, прекрасно делайте, внедряйте, этот аспект будет вас подстегивать, этот аспект будет вас, я бы так сказала, настраивать на борьбу, на финансовую борьбу, и это хорошо. Главное, чтобы это у вас была финансовая стратегия, а не война, я бы так сказала, да, с любимыми. Поэтому здесь не ругайтесь, не
Потому что этот аспект, Плутон в квадратуре с Венерой, он еще аспект расставания, манипуляций, скандалов, аспект, когда хочется прям реально причинить кому-то боль, душевную, физическую, неважно. Поэтому здесь не ругайтесь, подождите, не переносите свои финансовые проблемы и неудачи в работе в личную жизнь. Первую неделю мая на самом-то деле будет штормить. Поэтому, мои дорогие, работать в эту неделю хорошо, ругаться с близкими ни в коем случае. Вторая неделя мая, хорошая неделя, прекрасная для работы. У нас уже говорила, на весь май Марс в Овне, делайте, трудитесь, и будет вам счастье. Новолуние у нас 8 мая, и после у нас, конечно же, Солнце соединяется с Юпитером и с Ураном, и начинает съезжаться такой мощный стелиум в Тельце, который всегда идет к финансам, который всегда идет к прибыли, к реализации. Причем реализация не такими набегами и скачками, а такое четкое по плану, продуктивное, что захотел, то и сделал. А с поддержкой Марса в Овне, так это вообще красота. Поэтому здесь, мои дорогие, понимаете, что нужно работать, нужно трудиться, нужно внедрять. Конечно же, не обошлось без, я бы так сказала, вопросиков на будущее, что я хочу, что я буду делать. И если вы не доделали и не пришли к каким-то осознаниям в апреле, в коридор затмений и после коридора затмений, то, я бы так сказала, середина мая, это с 14 по 20 мая, Марс будет в соединении с северным кармическим узлом. И здесь, конечно же, думайте, что вы хотите сделать, как вы хотите сделать, для чего вы хотите сделать, для кого вы хотите сделать, в каких отношениях. То есть, хотите ли вы работать одна, да, либо же в партнерстве. Поэтому здесь вот этот отрезок времени будьте, пожалуйста, справедливы к себе, справедливы к партнеру. Если вы работаете вместе, если вы работаете в команде, будьте таким классным, качественным партнером, да, потому что вам потом, я бы так сказала, воздастся. Да, но при этом прикладывайте максимум своих усилий и проявляйтесь. То есть активно покажите себя, проявите свои таланты, расскажите, что вы умеете. Вообще, май – это прекрасное время для того, чтобы сделать то и внедрить то, что вы давно хотели, но откладывали, не получалось, стеснялись, боялись, что не получится. Вот в мае действуйте, внедряйте. И для Овнов как раз-таки этот момент, середина мая в том числе. Если же говорить, да, то когда еще можно внедрить для того, чтобы получилось? Конечно же, последняя неделя мая, она вообще классная, продуктивная, идеальная для любых вообще в принципе дел, несмотря на то, что уже будет уходящий лунный цикл. Но если смотреть третья неделя мая, то здесь, конечно же, будут некие сложности. С 15 по 21 мая у нас будет Плутон в квадратуре с Меркурием, и здесь, конечно же, тоже можно будет как раз-таки проявить свои аналитические способности, свои интеллектуальные способности, да, показать, какой ты продажник, какой ты коммуникатор, как ты умеешь строить отношения с людьми, договариваться в том числе. Да. И здесь Плутон, который уже ушел в ретроградное движение, будет как раз-таки вас подвигать всем тем талантам, которые вы когда-то учились, чего-то там делали, но боялись себя проявить. Поэтому да, это будет такая вспомнить прошлое, но это прошлое будет работать на ваше будущее. Поэтому третья неделя мая прекрасное время для того, чтобы себя проявить, для того, чтобы проявить свою коммуникацию, уровень продаж, уровень активности, уровень знаний в том числе, потому что Меркурий при всей своей простоте планеты, да, при всех качествах простоты, все-таки Меркурий — это планета, которая любит напряжение, и квадрат Плутона с Меркурием будет только способствовать тому, чтобы вот так подтолкнуть вас, вывести вас из привычной такой осевшей колеи, чтобы вот вы как-то вот себя показали.
чтобы вы как-то себя проявили. И это хорошо, не злитесь, если будет получаться нестандартно и криво, так бывает, ребят, но при этом действуйте. Меркурий будет в Тельце, активно, прекрасное время для того, чтобы работать планомерно, продуктивно, выстраивать отношения финансовые, в том числе для того, чтобы оно, возможно, не будет так ярко и быстро, как хотелось бы, да, но здесь, как говорится, сколько вы действий приложите, столько усилий в итоге у вас и окупится. Поэтому, ребята, да, понимаете, что 23 мая у нас полнолуние в Стрельце, и завершает вот этот момент с Меркурием как раз-таки полнолуние в Стрельце. Солнце уже перешло в знак Близнецов. И здесь, конечно же, такой момент активности. Интеллектуальные планеты, я бы так сказала, вышли на арену. Уже не такая продуктивная энергия, энергия такая более активная, действенная, более такая легкая, воздушная. Здесь главное не натворить дел, потому что, в принципе, на 4 неделе мая можно залениться, можно уйти в гулянки, в тусовки, в мероприятия. Но было бы классно, если бы это время вы потратили на работу, на активные действия, на продвижение, на поездки в том числе, да, путешествия, да, обучение в том числе, да, потому что энергия очень классная, очень активная, большой стелиум, Солнце, Венера, Юпитер и Уран вместе, плюс Солнце с Венерой уже в Близнецах, а Юпитер с Ураном еще в Тельце. И это такое комбо активное, воздушное и продуктивное, я бы так сказала. Поэтому коммуникация будет даваться легко, построение отношений будет даваться тоже легко. И здесь возникнет только единственный такой сценарий: захочется смены картинки, чего-то нового, обновления, будет ощущение, что вы устали. На самом-то деле весна была сложной. Какой сложной была зима, весна была тоже сложной. При всех, что я понимаю, что я сейчас говорю, что май будет полегче, но он будет продуктивный, если вы будете действовать. Если же вы решите залениться, то, ребят, понятное дело, май получится не таким, и в конце, конечно же, мая будет время классное погулять, и вы отдохнете, но придет лето и осень, и возникнет желание пожалеть, сожалеть о том, что вы не сделали всего, чего хотелось, потому что реализовать что-то осенью будет гораздо сложнее, чем это, например, в мае. Прекрасный продуктивный месяц для работы, для коммуникации, для движения, для активности, для построения связей в том числе, и это будет идти вам на пользу. Поэтому, дорогие мои любимые овны, пользуйтесь этим временем. Для вас оно немножко такое, я бы так сказала, заземлит вас, да, но с Марсом в Овне очень активное, продуктивное время, когда все-таки есть тот запал, страсть, активность, борьба и действие, да. Это что касается работы, обучения, путешествий и со всеми сферами, которые с ними связаны. Если же у вас остаются вопросы по работе, оставляйте в комментариях к этому видео. Обязательно, ребята, оставляйте полные данные, дата, время и место вашего рождения и вопрос. На кого успею, на того отвечу, потому что вас становится все больше и больше, и я вас благодарю на самом-то деле за доверие. Это было про работу, а сейчас про любовь. Про любовь. Из всего месяца скажу, что самая сложная неделя – это первая. Первая неделя мая сложная, Плутон в квадратуре с Венерой. Естественно, хочется рвать и метать, но это на фоне финансовой нестабильности. Ребят, финансовую нестабильность улаживайте. Если нужно закрывать долги, закрывайте их и отдавайте. И не ругайтесь с любимыми. Первую неделю будет штормить и колбасить, поэтому запаситесь терпением и отложите все споры с новолуния. Придет новолуние, понимаете, да, с 8 мая придет время, когда вы скажете: боженьки,
все же стало по-другому, уже же можно же даже и не ругаться, и не вспоминать. Нет, обязательно вспомните и продуктивно поговорите о том, что вас волнует, о чем вы печалитесь, почему вы волнуетесь, почему вы пылите, почему вы кричите, да, потому что Овен – темпераментный знак. Очень темпераментный знак, и это, я так скажу, нормально, ребят. Здесь главное понимать, что для тебя в жизни важно и куда идти. Поэтому, мои дорогие, в целом месяц, 2-я, и 3-я, и 4-я неделя прекрасные моменты для того, чтобы реализовать все, что вам хочется в любви, договориться, купить, проводить время вместе. И даже несмотря на то, что у нас будут такие моменты, когда все-таки, да, у нас во второй половине мая у нас Венера будет в соединении с Ураном. Здесь, конечно же, еще раз говорю, Венера будет в соединении с Ураном целую 3-ю неделю здесь. Не нужно обнуляться, расставаться из-за того, что что-то там не получилось, потому что будет такой большой соблазн, работа или личная жизнь. Поймите, все пройдет. Не расставайтесь, не пылите, пройдет эта неделя, и вы посмотрите на свои отношения совершенно по-другому. Поэтому здесь, мои дорогие, не надо ничего такого сложного придумывать. Да, Уран, конечно, лучше привнесите что-то новое в свои отношения, куда-то сходите в новое место, совершите какую-нибудь поездку, какой-нибудь себе новый, я не знаю, придумаете времяпрепровождение, да, и это нормально. Необходимо всегда в отношения привносить нечто новое для того, чтобы не было ощущения, что вот оно вот приелось, что вот оно надоело. А вообще, на самом деле, прекрасное время для того, чтобы поговорить с любимыми, понять, куда вы идете и сколько сил вы оба готовы на это все прикладывать. Потому что знаете, что идеальных отношений нет, а для вас отношения очень важны. Да, в них вы черпаете и страсть, и взаимопонимание на ту самую борьбу, работу и деньгозарабатывание. Поэтому, да, мои дорогие любимые Овны, потратьте 3-ю неделю отношений для того, чтобы понять, что вы хотите на самом деле сами, и потом уже поговорите с любимыми. Дорогие мои, вот такой интересный месяц нас с вами ожидает. Я желаю вам продуктивного и активного мая, для того, чтобы вы не маялись, а для того, чтобы в этом мае вы сколотили хоть и маленькое, но состояние, да, или, по крайней мере, с этого начали. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Благодарю вас за внимание и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.